Здравствуйте всем! Сегодня я хочу показать вам остатки форта номер 7, который расположен за городом ближе к микрорайону Ольшанка. Это самый большой форт из всех построенных укреплений Гродненской крепости. Он был возведен в 1913-1915 годах, но уже в 15 был подорван при отступлении русскими войсками. Так что посмотрим на его остатки и на удивительный микроклимат в пещерах. Там есть сталактиты и сталагмиты, все заросло мхом и полное ощущение, что находишься в горах. Ну и о том, как правильно экипироваться в такие походы, я тоже покажу на своем примере. Ну что ж, приступим. Форт пришлось поискать. Хоть Google карты и привели нас в заданную точку, но без помощи местных жителей из Малой Ольшанки ни за что бы не добрались. Очень много разных ответвлений дорог, поворотов, съездов. И вот уже когда приехали куда надо, в лесу нашли тропинку. Но думаю, если есть тропинка, значит она куда-то ведет. Так и оказалось. По ней мы вышли к остаткам 7-го форта. Пока буду показывать, расскажу немного истории, как все начиналось. Как вы знаете, Гродно всегда имел важное стратегическое значение для белорусских земель. И в городе уже начиная с XII века были оборонительные сооружения, правда в основном земляные. И, используя удачное стратегическое расположение на берегах Немана, различные укрепления здесь строились и армией Великого княжества Литовского, и войсками русской армии, выступающими на стороне Речи Посполитой в Северной войне. И с ходом времени эти укрепления постоянно дорабатывались и модернизировались. И, как мы знаем, 4 августа 1912 года Николай II подписал указ о строительстве новой современной бетонной крепости вокруг Гродно. Основу ее должны были составлять бетонные форты и опорные пункты. Планировалось построить 13 основных фортов. Вторую линию обороны должны были составлять устаревшие земляные форты. Форт номер 7 строился в 1913-1915 годах, и руководил строительством форта военный инженер капитан Виктор Казимирович Крагельский. Форт является одним из самых больших в Гродненской крепости, и очень хорошо сохранились огневые стрелковые позиции ячейки. Стрелковые и пулеметные ячейки бетонного бруствера несколько отличаются от других фортов. Ступеньки и ниши для боеприпасов идеальной квадратной формы. С течением времени форт 7 превратился в настоящие пещеры. Бруствер был разрушен сильнейшим внутренним взрывом и превратившим массивное укрепление в бетонное крошево. Зато теперь здесь есть своя жизнь и удивительный микроклимат. Ну и, как вы понимаете, не залезть туда и не почувствовать себя спелеологом я не могла. В некоторых местах, кстати, довольно опасно и нужно смотреть под ноги. Ну и желательно взять с собой, конечно, фонарик. Если не будешь смотреть под ноги, то можно оступиться и провалиться в пещеру ниже. Вот посмотрите, кто-то даже положил ветку, чтобы обратить внимание на опасный участок. И смотрите, какие выросли сталактиты. Окаменелости, которым не 1 десяток лет. Но и сталагмиты, в общем, общее полное ощущение, что находишься в настоящей пещере. Все эти остатки подбрусверной галереи очень сильно похожи на настоящую скалу. И сейчас здесь, похоже, тренируются те, кто занимается скалолазанием. В бетон вбиты кольца и упоры для закрепления. Интересно, конечно, было бы посмотреть, как народ штурмует эти стены. Ну а я развернусь и пройду в обратную сторону, там более светлый и живописный участок. И, конечно, множество сталактитов и сталагмитов добавляют этой рукотворной пещере особенной атмосферы. Левая и правая части, они более нормально сохранились. Пострадала только очень сильно центральная часть. Думаю, в ней и был заложен взрывной элемент. И сила взрыва была такой, что некоторые бетонные куски весом в несколько тонн отлетели на десяток метров. Я это вам тоже потом покажу. В 7-м форте были построены напольные и частично боковые фасы бетонного бруствера форта. Позиции бруствера усилены окопами для обстрела рва. И, конечно же, есть здесь пещеры в пещерах, то есть можно спуститься еще ниже, но уже туда без специального оборудования и фонариков я не решилась спускаться. Форт имеет трапециевидный в плане ров, и при отступлении русских войск форт был подорван в 1915 году.
Разрушения самого бруствера не очень сильные, и сейчас расположение форта заросло лесом и кустарником. Каждый крепостной форт при строительстве был выполнен из бетона при усилении конструкции с помощью металлических элементов, что ему позволило противостоять обстрелу из крупнокалиберной артиллерии. Готовый форт имел большое количество укрепленных убежищ, галерей и подземных переходов. На каждом должна была находиться своя силовая установка. Помещения и убежища должны были быть снабжены освещением и вентиляцией. По плану строительство крепости должно было быть закончено в 1917 году по указу Николая II, который он подписал в 12 году. Но дело в том, что Первая мировая война, разгоревшаяся в Европе в 1914, серьезно изменила планы и повлияла на дальнейшую судьбу крепости. До лета 1915 года ни один из фортов не был построен даже наполовину. А вот помните, я вам говорила, был взрыв такой силы, что бетонные куски, вот такие огромные, многотонные, отбросило на несколько десятков метров. Все это, конечно, можно подойти, посмотреть, и очень живописно, все заросло мхом. Такое ощущение, что находишься в каком-то фильме. В основном при строительстве на фортах успели возвести бетонные брустверы и подбрустверные галереи. И Гродненская крепость сыграла роль опорного пункта для русских армий в сентябре 1914 года и феврале 1915. На ее базе проходило формирование различных частей русской армии. А в феврале 1915 года германские войска вели бои за передовые крепостные позиции. Уже в августе 1915 года Гродненская крепость была упразднена и разоружена, а часть укреплений взорвана. И в результате скоротечных боев 31 августа по 3 сентября 1915 года укрепления бывшей крепости были взорваны и оставлены русской армией. А самые ожесточенные бои велись за группы укреплений фортов номер 3 и номер 4. В 1915-1919 годах Гродненская крепость использовалась германской армией, и некоторые участки обороны были значительно усилены небольшими бетонными укреплениями. Крепость имела свой гарнизон, а уже с 1919-го Гродненская крепость перешла к Польше в ходе Советско-польской войны, и укрепления Гродненской крепости использовались как польской, так и советской армиями. Действительно, такой длинный форт, не зря говорят, что самый большой, 7-й именно. Интересно. С 1920 года Гродненская крепость, как и все крепости на территории Польши, получила статус укрепленной позиции, а с середины 20-х годов она не имела гарнизона и фактически перестала существовать, и часть укреплений была разобрана. После занятия Гродно Красной армией, это в сентябре 1939-го, появились планы использовать укрепления бывшей крепости для обороны Гродненского направления. И гродненцы знают, что в 1941 году в Гродно приезжал ученый-инженер, генерал-лейтенант инженерных войск Карбышев, как раз для инспекции военных объектов фортов Гродненской крепости. И Великая Отечественная война застала его в нашем городе. Он жил в доме доктора Тальгельма. Тогда, да и сейчас, этот дом, расположен напротив штаба армии, использовался как гостиница для военных. И именно поэтому участок улицы, на которой расположен этот дом, носит имя Карбышева. Это такой маленький ликбез отступления. Но эти планы не были, однако, реализованы, и форт номер 7 использовался мало, потому что был разрушен. Больше использовался 4-й форт в качестве склада для боеприпасов. И видите, он построен из бетона с краплениями камней. То есть можно подойти, посмотреть, как это все было сделано. Вы знаете, довольно-таки интересно. Поставим на место, потому что, может быть, это все-таки историческая ценность. Нельзя так камешки с собой брать, как туристы из Египта. Это, наверное, было бы неправильно. Как я уже сказала, в августе 1915 года эта крепость была упразднена, вооружение вывезено, а постоянные укрепления были взорваны. Видите, взрыв был какой силы, что вот эти бетонные, огромные, многометровые, по 5-7 метров плиты, они сдвинулись, а некоторые даже отлетели на несколько метров. И уже недостроенная крепость не могла оказать организованного сопротивления в качестве боеспособной фортификационной единицы. Но некоторым фортам все же довелось поучаствовать в боях с германской армией.
Ожесточенные бои велись на фортах 4 и 3. Четвертый форт самый сохранный, и у меня было видео о нем. Кто не смотрел, рекомендую. Ссылку оставлю в конце видео. Крепость закончила свою бесславную историю в полном забвении. Сейчас в крепостные форты заглядывают разве что редкие туристы, либо вот те, кто занимается скалолазанием, как в седьмом форте. Ну и чтобы насладиться необычными видами рукотворных бетонных гротов. Подорванные форты Гродненской крепости, тем не менее, вызывают интерес и включены в различные туристические маршруты. Ряд объектов Гродненской крепости был внесен в список историко-культурного наследия Беларуси, и на момент 2024 года сохранилось 13 фортов вокруг города Гродно. И несмотря на то, что все заросло деревьями и кустарником, ведь природа берет свое, но прогуляться и посмотреть своими глазами на исторические объекты все еще очень интересно. Только необходимо не забывать экипироваться соответствующим образом. Дело такое небезопасное. Надо обуваться удобной обувью, защищать ноги. Ну вот такое видео получилось. Надеюсь, вам понравилось. Тут стою на поле, смотрю, как журавли пытаются в клин выстроиться. Они сначала стаей кружат над местом, кричат, а потом выстраиваются в клин и улетают. Но слишком далеко не позволяет телефон снять. Оптика телефона не позволяет снять, как это красиво, и далеко слишком. Ну вот, красиво очень, да. Вот такое видео получилось. Если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, были здесь или нет. Седьмой форт, конечно, больше разрушен, чем четвертый. Четвертый более сохранный. Если интересуетесь историей, если интересны вот такие объекты, то так, вы знаете, как путешествие выходного дня, конечно, посетить интересно. Мне понравилось. Надеюсь, вам тоже. Всех обнимаю. Всем пока.